Сегодня я говорю вам не всем дизайн, сегодня я говорю вам всем медитации, потому что в конце 2017 года я в своем инстаграме опубликовала пост, где я подвела итоги года и сказала, что самый главный у меня итог – это то, что я начала осваивать практику медитации. И на удивление эта информация вызвала огромный ажиотаж. Было очень много вопросов, было очень много просьб рассказать про мой опыт, что же такое для меня медитация. Поэтому я подготовила для вас вот это видео, где собраны все популярные ваши вопросы и ответы на них, и где я расскажу немножко про личное, про свое. Вау! Клево! Началось все с того, что несколько лет назад я несколько месяцев занималась йогой. И я тогда не знала никакой философии йоги. Я думала, что йога – это такая зарядка, где нужно руки-ноги завязывать в необычные, непривычные узелки. И вот однажды на такой зарядке в конце занятия мы сидели в лотосе. Я тогда не знала, что это медитация. Я думала, что мы просто отдыхаем после занятия. И вот во время такого отдыха я внезапно почувствовала абсолютную гармонию, спокойствие. Я как будто бы поняла, как все вокруг правильно. Это очень приятное такое чувство тихой радости и спокойствия. Мне сложно его передать, но тогда это ощущение возникло впервые в моей жизни, и я его очень хорошо запомнила. Но это состояние, которое у меня возникло в тот момент, оно абсолютно неправильно для того периода моей жизни, потому что за полгода до этого у меня умер папа, и если у вас кто-то умирал из ваших родственников, близких, кто составлял ваш ежедневный уклад жизни, вы меня поймете, что это полностью выбита почва из-под ног, ты не понимаешь, как нужно дальше жить, отмечать праздники, встречать новое время года, в общем, все вот эти вот этапы проходить без этого человека. У меня были страшные панические атаки, у меня были тревожные состояния за своих близких, за себя. В общем, это очень непростой период в моей жизни. И то, что это вдруг чувство случилось в тот момент, было совершенно странно и очень контрастно. Я тогда не знала, но это состояние в йоге называется даша. И я случайно на него вышла после занятия, но я тогда думала, поскольку я ничего не знала ни о медитации, ни о философии йоги, я тогда думала, что это просто я правильно руки-ноги в узелки завязала и добилась такого необычного спецэффекта. Позже мне пришлось бросить йогу, бросить занятия с этим преподавателем замечательным и переехать. Но я до сих пор помню это чувство, и оно отличается от всего того, что я когда-либо чувствовала до этого момента и несколько лет после, пока не занималась йогой. Так вот, в 2017 году я решила, что я буду каждый месяц для расширения кругозора и приобретения новых навыков изучать какой-то новый предмет или новую сферу. Кстати, вот для тех, кто сейчас находится в поиске себя, попробуйте использовать этот прием и каждый месяц куда-то вот идти на какие-то курсы или изучать какие-то новые направления, потому что за год вы попробуйте 12 новых направлений и наверняка вы себя найдете. Так вот, на второй месяц я начала изучать вопросы внимания, концентрации и медитации, и оказалось, что информации по этой теме огромное море. И рамки и месяцы меня не остановили, я продолжила изучать эту тему дальше. Так вот, что я узнала? Оказывается, медитация – это очень популярная практика во всем мире, которую практикуют от Индии до Кремниевой долины в Соединенных Штатах. И это научно доказанная практика, которая повышает работоспособность мозга, улучшает внимание, концентрацию, улучшает нашу речь, улучшает нашу, скажем так, работоспособность, эффективность. И если вы, конечно, хотите достигнуть тех спецэффектов, которые достигаются йогами в медитации, это, конечно, пожалуйста, на ваше усмотрение. Но еще медитация помогает при борьбе со стрессами и даже иногда ее практикуют при борьбе с депрессиями.
В общем, это очень хороший метод для того, чтобы улучшить внутреннее психологическое состояние. Я готова с вами поделиться своими открытиями и тем, что мне подошло, как я медитирую, но хочу сказать сразу, я дизайнер интерьеров, я не гуру йоги, и я не профессиональный, скажем так, медитатор. Для того, чтобы, конечно, заниматься этим профессионально, нужно потратить очень много лет и посвятить этому большую часть своей жизни, чтобы знать ответы на все вопросы. Я только лишь начала этим заниматься и только открыла для себя медитацию. Сейчас я практикую медитацию практически каждый день, и вот как я это делаю. Значит, во-первых, нужен абсолютно ровный позвоночный столб. Вы должны делать это сидя. И очень важно, чтобы при этом ваш позвоночник был ровный. Нельзя медитировать, когда вы спите, когда вы лежите, когда вы провалились в какое-то мягкое кресло. Нет. Только когда у вас ровный позвоночник, вы можете очень четко сконцентрироваться и собраться. Второй пункт. Ноги по возможности вы должны сложить в лотос, или в полулотос, или просто скрестить. И это, конечно, самая лучшая поза для медитации. Она проверена, скажем так, тысячелетиями. И у нее есть свои спецэффекты на тело. Я не буду глубоко углубляться, но лучше медитировать в лотосоподобных позах. В крайнем случае, если есть какие-то проблемы с коленями, с суставами, можно сесть просто на стул, при этом не облокачиваясь на спинку, а держать спину ровно. Третий пункт. Руки вам нужно сложить, вот либо одна обнимает другую, либо в замочек, и опустить куда-нибудь вниз. Плечи должны быть расслаблены и тоже опущены вниз. Четвертый пункт. Вы закрываете глаза. Желательно, чтобы вы в этот момент были, конечно, в каком-нибудь тихом месте, где вас никто не побеспокоит. И вы, значит, представляете такую картину. Ну, или, хорошо, я представляю такую картину, вы делаете как удобно. Я представляю, что у меня перед глазами просто белое пространство, абсолютно пустое, там ничего нет, это белый лист. И я в этот момент слежу, чтобы ни одна мысль на этом белом фоне у меня не появилась. Когда вы держите вот это вот как бы внимание и включаете вот этого наблюдателя за вашими мыслями, это очень хорошее упражнение. И вот я сижу и слежу, чтобы ни одна мысль у меня на этом белом фоне не появилась. Но если вдруг у меня появляется какое-то ответвление, и я начинаю размышлять о том, что так, у меня в холодильнике нету масла, нужно зайти в магазин купить, и я себя ловлю и возвращаю обратно. И с каждым таким уходом и возвратом тренируется сила воли. То есть это очень хорошее упражнение еще для развития силы воли. И со временем вы пока так сидите, и вот эти ваши ответвления мыслей становятся все короче и короче, и вы уже можете себя ловить в моменте, когда вы просто еле-еле у вас только-только началась мысль, на первой букве вы уже себя возвращаете. И в этот момент, когда вы полностью смогли себя собрать и сконцентрировать, у вас начинается медитация. Настоящая, действительно очень хорошая, качественная медитация. Вы сидите в этой тишине и спокойствии. Дальше уже, если вы достигнете этого уровня и вы чувствуете какие-то новые для вас ощущения, вам нужно продолжать, это очень хорошо. И вам нужно глубже дальше изучать, потому что там дальше уже есть свои особенности, скажем так. Но даже если вы просто посидите и последите за своими мыслями, половите их, вы выйдете из этой медитации, и вы уже почувствуете эффект на весь день. У вас будет более собранное состояние, вы будете более внимательны, и вы даже вот этого маленького упражнения уже достаточно для того, чтобы сделать свой день более эффективным. Ну а если вы сможете прийти к состоянию покоя, посидеть в полной тишине хотя бы минут 10, я вам обещаю, вы себя не узнаете. Ну, по крайней мере, я себя вообще не узнаю после того, как у меня получается вот такая вот эффективная медитация, когда я могу просто побыть в тишине наедине с собой. При этом не нужно волноваться, что у вас, например, не получается или это занимает слишком много времени, вот это вылавливание мыслей и приход в точку концентрации. У всех по-разному, это очень индивидуально. У меня, например, очень суетной ум, и первое время я сидела по 40 минут для того, чтобы просто собрать себя и очистить вот этот белый лист.
от всех мыслей. Это было очень тяжело и очень сложно. Сейчас я могу к этому состоянию прийти уже чуть быстрее. Но вот после 40 минут вот этого сидения, 10 минут медитации и вот этого абсолютного покоя, они меня полностью преображали. Я забывала, что такое лень. Я была абсолютно сконцентрирована на задачах. Я очень четко выполняла свою работу, расставляла приоритеты. И мне было очень приятно работать с таким намедитированным мозгом. Это очень эффективное упражнение. Рекомендуется медитировать 2 раза в день, утром и вечером, по 15-20 минут. И это нужно для счастливой и хорошей жизни. Я же медитирую только утром. И иногда получается у меня медитировать в середине дня, если я чувствую, что мне нужно дополнительно выделить время на то, чтобы сконцентрироваться и на то, чтобы вот потренировать немножко свою мышцу внимания и воли. А вечером практически никогда не медитирую, у меня просто как-то не вспоминается мне про эту медитацию вечером. Но медитация имеет накопительный эффект, и она действительно очень сильно воздействует на наш мозг. Очень много нейробиологов с научной точки зрения изучают вопросы медитации. Вы можете почитать их, посмотреть там, какие вещества выделяются во время медитации. В общем, это действительно такой объемный вопрос, который занимались серьезные умы нашего человечества. Можете почитать исследования. Но, конечно, здесь очень важно, чтобы медитация была регулярная. То есть, если вы помедитировали 2-3 дня, даже по 3-4 часа, это, может быть, не будет таким для вас супер-вау-эффектом, как если вы будете медитировать каждый день, но по чуть-чуть. Вот каждый день по чуть-чуть имеет гораздо больше эффект, чем очень редко, но много. Но нужно быть готовым к тому, что, возможно, вы почувствуете, что вы просто сидите и зря тратите время, потому что у некоторых просто не получится собраться. Например, если вы клабер и пришли с алко-вечеринки в 5 утра, объевшись бургерами и обкурившись кальяном, то вполне вероятно, что на следующий день у вас не получится ни помедитировать, ни сконцентрироваться. И это вполне нормально. Но когда вы медитируете, у вас повышается общее состояние осознанности, и вам уже очень сложно что-то навязать. И вот если вы долго практикуете медитацию, то автоматически происходит так, что ваш уровень осознанности повышается, и вы выбираете более правильные продукты питания, вы выбираете более правильный и здоровый образ жизни, вам больше хочется вставать вместе с солнцем и ложиться вместе с природой, и вам не хочется уже, например, жить в режиме совы. Я вот всю жизнь, например, думала, что я сова, пока не начала медитировать, а потом начала медитировать, и я полностью сейчас перестроилась на жаворонка. Я рано ложусь и с удовольствием рано встаю, и мне это очень приятно. Так что будьте готовы вот к таким последствиям медитации, потому что общий уровень осознанности у вас поднимается, и это очень приятно. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите внизу в комментариях, я отвечаю на комментарии, возможно, отвечу и на ваш вопрос. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, поддержите его. И если вам хочется больше подобных видео обо мне, то напишите внизу в комментариях, на какую тему. До новых встреч! Всем дизайн и медитация!